Всем привет! Вы на канале Психология без фанатизма, а значит с вами я, Фомин Никита и мой несменный соведущий Мистер Спич. Тема: как не быть душным на свидании. Так, ребят, давайте сразу оговорим, что любой из нас может быть назойливым, эгоистично говорить только о том, что интересно самому, или даже песочить власть. Но душный состоит только из этого. Всегда и со всеми. Было бы уместнее сказать с каждым. Вот, это и есть типичный душнило. Далеко не самый лучший представитель для легкого общения на свидании. Согласитесь? Ну, погнали разбираться. Первое. Следите за ходом и темами беседы. Разговоры с душнилой изматывают. Порой поговоришь с таким человеком минут 20, окажется, как будто 40 соток картошки вилкой окучил. Чувствуешь себя полностью опустошенным. Походу, эти душнилы еще энергетические вампиры. Как начнут по 100 раз одно и то же. Бе-б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 е. Главное, им не важно, где они находятся и что происходит. Соответствует ли их разговор событию. Для них совершенно нормально затянуть какую-нибудь конфликтную историю, несмотря на то, что они сидят напротив очаровательной девушки на свидании, в той атмосфере, где нужно работать над созданием совершенно других эмоций. Мадам, voulez-vous coucher avec moi? Второе. Отключите чрезмерную заботу. Ребят, быть галантным, уделять внимание девушке на свидании и душить ее чрезмерной заботой – это далеко не одно и то же. Возьмет ее пальтишко и стоит, мнется, не знает, что с ним делать. Хорошо, как-то гардероб пережили, устроились за столом. Сидел, вдруг ни с того ни с сего как подскочит, давай стул этот поправлять, зачем-то приборы ближе пододвинул, салфетку поправил, спрашивать начал. Ну как тебе здесь? Нравится? Нравится, не нравится, вы уже там. Работайте с тем, что есть. Наполняйте свидание контентом. Развивайте встречу. А не просто топчитесь на месте с бабушкиной опекой. Натюрлих! Третье. Перестаньте залипать в меню. Дорогие подписчики, не надо часами гипнотизировать меню. Цена от этого ниже не станет. Этим самым вы только обнажаете свою нерешительность и склонность к сомнениям. Всему свое время, но вы же не над финансовым отчетом работаете, а пришли на свидание, где порой даже нужно покорять девушку своим безрассудством. Чтоб она потом покорила вас своим. Запоминайте лайфхак. В идеале привычку все постоянно взвешивать лучше научиться включать и выключать. По ситуации. Но если пока не получается, вы дома через интернет изучите все меню города. А можете составить графики с диаграммами, как вы любите. А потом на свидании для вида ненадолго откройте менюшку и скажите: что-то у меня сегодня живот разболелся, и я, пожалуй, ничего не буду. Четвертое. Не требуй много внимания. Душные люди требуют себе гигатонны внимания. А если они пришли на свидание, то это все засада. Душнило считает, что весь персонал заведения должен работать исключительно на их пару. Про истязание официанта по блюдам из меню мы уже говорили. Ну а если вдруг одна малюсенькая крошечка появится на скатерти, по мнению душнилы, немедленно нужно вызывать клининговую компанию, мистера Пропера, что там еще, МЧС. Иначе он поднимет такой вопль, что волна его недовольствия дойдет до президентского кабинета. То попросит включить кондиционер посильнее, то убавить, то опять посильнее. Короче, там его девушка уже лихорадит вовсю, а он все понять не может, что происходит, и окружающих мучает. Меня тут одна клиентка спросила: Никит, а что означает испытывать испанский стыд? Все, кто не знает, что это такое, сходите хоть раз на свидание с душнилой. Сложится понимание этой фразы лучше, чем после объяснения любого словаря. A picture is worth 1,000 words. Что это ты сегодня в полиглота заделался? С училкой иностранных языков на свидание иду, практикуюсь. А вот за свой язык любви я полностью уверен. Пятое. Не жадничай. Эй, официант, подлейте девушке еще воды. Дорогая, ну что ты стесняешься? Пользуйся перцем и солью сколько тебе хочется. Сегодня праздник, поэтому позволим себе любую роскошь. О, а хочешь, я специально для тебя закажу дополнительную зубочистку.
Конечно, это слегка гипертрофировано, но когда вы жадничаете или еще хуже пытаетесь прикрыть свою жадность, заказывая блюдо с уценкой, это выглядит именно так. Прикиньте, я вообще как-то раз пригласил цыпочку на свидание в ресторан со шведским столом в Турции, где и так все бесплатно. А это что, получается, я тоже душнила, что ли? Шестое. Выполняйте суперкомбо. Под финалочку, как всегда, напоминаю, если вы не хотите стать душнилой на свидании, всегда выполняйте суперкомбо. Опрятный внешний вид, цветы, увлекательный разговор, учтивые жесты, комплименты и, конечно же, заплатите по счету. И договоритесь на следующую встречу. Клиентку надо подцеплять, пока она тепленькая. Да, тех, кто уже не тепленький, лучше не подцеплять. Кстати, это и законом карается. Ну да ладно. Народ, пишите свои комменты, что вы думаете о душниловстве как о явлении в целом и как с ним бороться. Пишите сюда на YouTube, пишите в телегу. Давайте разбираться вместе, нам очень важно ваше мнение. Ну а мы переходим к рубрике «Ответы ежевика». Я задал вопрос, как не быть душным на свидании реальным людям, и получил на него реальные ответы. Светлана, 31. Даже не знаю, что сказать. Тут все индивидуально. Главное помни, когда она улыбается или смеется, ты двигаешься в правильном направлении. А если она начала зевать или полезла в телефон, ты двигаешься в неправильном. Как не быть душным на свидании? Юля, 45. Выпей литр водки. Ребят, обычно я против этих советов, но чтобы как-то справиться с неисправимыми душнилами, иногда можно рюмочку накатить. Они, как правило, становятся повеселее. А то девушки гневятся. Разобрали очередную важную тему, как не быть душным на свидании. Давайте еще раз пробежимся по ее основным пунктам. Первое. Следите за беседой. Второе. Отключите чрезмерную заботу. Третье. Хватит залипать в меню. Четвертое. Не требуйте много внимания. Пятое. Не жадничайте. И шестое. Выполняйте суперкомбо. Все, ребят, чао. Это была «Психология без фанатизма». Залетайте еще. Мы вас ждем. А пока подписывайтесь и пальцы вверх.